Аня стоит у калитки. Рядом с ней стоит лесник дядя Миша. У Ани на шее висит большой фотоаппарат. Ну что, Аня, готова к походу? Посмотри на небо. Сегодня хорошая погода для птиц. Да, дядя Миша, я очень хочу сфотографировать дятла или синицу. Я уже прочитала про них в интернете. Дятел– это хорошая цель, но он быстрый. Ты должна быть тихой, как мышь. Птицы боятся шума. Я буду осторожной. Я взяла с собой воду и бутерброды. И, конечно, фотоаппарат. Ладно, иди по этой тропинке прямо. Там есть старый дуб. Там часто сидит дятел. Через 2 часа жду тебя здесь. Не потеряйся. Спасибо. Постараюсь. Аня идет по лесной тропинке. Вокруг высокие сосны и елки. Пахнет хвоей. Слышно, как поют птицы. Как здесь красиво! Воздух свежий. Какой приятный зеленый цвет у листьев. Она останавливается и слушает. О, я слышу кукушку. Ку-ку, ку-ку. Где же ты? Поднимает фотоаппарат, но птицы не видно. Нет, слишком высоко. Пойду дальше. Она видит на земле красивый красный гриб. Какой гриб? Красивый. Но я не буду его трогать. Наверное, он несъедобный. Мне нужны птицы, а не грибы. Аня подходит к большому старому дубу. Дерево очень большое и толстое. На коре видны маленькие дырочки. Вот он, старый дуб, как дядя Миша и говорил. Интересно, есть ли здесь кто-нибудь? Она тихо садится на пенек. Вдруг она слышит странный звук. Тук-ток-тук. Ой, что это? Она медленно смотрит наверх. На стволе дуба сидит большой пестрый дятел. У него красная шапочка на голове. Он стучит клювом по дереву. Вот это да! Настоящий дятел! Какой он красивый! Пожалуйста, не улетай! Аня очень медленно и тихо поднимает фотоаппарат. Она делает один кадр, потом второй. Дятел продолжает стучать. Получилось! Я его сфотографировала! Ура! Аня уходит от дуба и выходит на маленькую поляну. Там много цветов и бабочек. Она смотрит в небо. Какое чистое небо! Облака похожи на вату.
Вдруг она замечает на кусте маленькую птичку. Птичка желтая, с темными полосками. А это кто? Это не синица. Похоже на овсянку. Ты такая желтая, как солнышко. Аня снова фотографирует. Птичка прыгает с ветки на ветку. Аня смеется. Ты очень шустрая. Подожди секундочку. Она делает еще несколько фотографий. Прошло 2 часа. Аня возвращается к дому лесника. Дядя Миша сидит на скамейке. «Аня, ты вернулась?» Я начал волноваться. Дядя Миша, это было невероятно. Я видела дятла. «Правда? Ты не шумела?» Нет, я сидела тихо. И он был такой важный. Он стучал по дереву и искал жуков. Я сделала много хороших кадров. «Молодец! А что еще ты видела?» И еще я видела маленькую желтую птичку. Я не знаю ее имя. Она прыгала на кусте. Это овсянка. Они любят открытые места. Как интересно. Я хочу приехать сюда снова. Может быть, в следующее воскресенье. Конечно, приезжай. Лес всегда рад гостям. Но помни, главное — это тишина и уважение к природе. Я поняла. Спасибо вам за совет. Я сегодня была настоящим фотографом-натуралистом.